Мне писали люди, куда ты пошла, в какие депутаты. У нас было там пару грязных историй. Оля нашей сдули все 4 колеса на машине. Ну это вообще... Я один раз столкнулась глазами неожиданно с акулой, я прямо до сих пор помню. Я могу бороться за какую-то правду гипотетическую, а могу жить. Ну, я выбираю вариант жить. Чем глобальнее твои действия, чем публичнее ты в том числе, тем больше этих крабов. И они все к тебе лезут. Мне это надо сделать. Все, идти вперед. Все поребрики в голове. Да. Она отдыхает. Это она, поэтому. Когда тебя позвали погружаться с акулами, как долго ты думала? Вообще не думала. Почему? Это же дайвинг с акулами. Это классно, это интересно, это эмоционально. Я очень хотела. Ну ты получила, что ожидала? Чересчур много акул, много всего. И вообще-то страшно, когда она на тебя выплывает и смотрит глаза в глаза. Вот я один раз столкнулась глазами неожиданно с акулой, я прямо до сих пор помню. Ну, в смысле, это ощущение, мне кажется, на всю жизнь. Наташа, расскажи, что случилось, почему в твоей жизни появилась коляска? В 2013 году, почти юбилей, скоро, дата, у меня случился инсульт спинного мозга в сентябре. Ничего не предвещало. А сколько лет тебе было? Мне было 24 года. Собственно, я ночью встала в туалет, у меня очень сильно болела поясница. И от этой боли я проснулась ночью, стала походить по квартире, и случился сам инсульт. И я смогла после инсульта сделать пару шагов обратно на кровать, и с тех пор я уже не хожу. То есть ты говоришь, ничего не предвещало, то есть никаких намеков, никаких проблем со здоровьем, никаких жалоб, просто раз одной прекрасной ночью с тобой это произошло? Нет. Вообще у меня история достаточно долгая, и тянется она еще с 11 класса, с 2006 года, когда у меня нашли кисту в спинном головном мозге. Мне прооперировали. Была совершенно вообще такая, с одной стороны, страшная, с другой стороны, смешная история. Ты видишь мои волосы, а в 11 классе на выпускном, перед выпускным, месяца за 4, меня брили на лысо, чтобы сделать операцию. И я была с вот таким вот ежиком. И уже когда случился инсульт в 2013 году, подняли старые снимки МРТ, сделали новые, сравнили, и выяснилось, что опухоль, в которой произошел инсульт, она в 2006 году уже была. Но ее тогда не увидели на снимках. А ты как-то пробовала потом бороться за правду, выяснять? По сути, это же врачебная ошибка. Это врачебная ошибка, но, честно говоря, во-первых, я не знаю, будет ли успешным эта борьба. Во-вторых, а борьба за что? Я могу бороться за какую-то правду гипотетическую, а могу жить. Я выбираю вариант жить. Дайвинг. Что для тебя такое? С дайвингом было так. Мне позвонила подруга, говорит: Наташ, мне тут предложили погрузиться.
Разрешили еще одного человека взять с собой. Пойдешь? Я говорю, да, пойду. Вешу трубку и думаю, боже мой, что я наделала? Какое погружение, какой бассейн? А до этого ты никогда не ныряла? Нет, мы поехали на пробное погружение, погрузились. Все это вытекло вот в поездку в Дахаб, в Египет, на открытую воду, в море. Что дает дайвинг в целом? Настолько себя свободно чувствуешь под водой, что я в какой-то момент, еще в бассейне погружаясь, забыла, что у меня наверху коляска. И я понимаю, что все, мы всплываем, и я думаю, боже мой, точно, коляска. То есть меня сейчас будут вытаскивать из воды, сажать на коляску, снимать гидрокостюм. Я совсем забыла про это, потому что под водой ты хоть на голове стоишь, у тебя все удобно. Плавание, кстати, такого не дает в бассейне, потому что тебе все равно нужно делать вдох. И усилия, да, прикладывать. А что это по эмоциям? Свобода? Сначала это физическое состояние. Перевороты, повороты. Плюс очень-очень мне интересно, когда вдыхаешь воздух, легкие расширяются, воздуха больше, ты немножко подсплываешь. Выдыхаешь, погружаешься. То есть какие-то такие физические явления под водой мне очень они нравятся, мне так интересно. Ты знаешь, как физика в школе не на доске, вот на физика применение себя же самой. А потом, это интересно, ты смотришь просто на мир, а когда ты осознаешь, что вот ты маленький и смотришь на этот коралл, а вокруг тебя море, океан и вообще-то вся водная система Земли, но у меня просто от этого взрывается мозг. Это как, знаешь, когда я начинаю думать, космос, вот как он выглядит, Вселенная, что дальше? В обычной жизни что такое свобода для тебя? Я придумала что-то сделать, я пошла это и сделала. Не знаю, захотела погулять, я пошла погуляла. Захотелось пройтись пешком, прошлась пешком. Я вчера прошла с пункта А в пункт Б, и потом домой, и практически не было недоступной среды. Я так кайфанула. То есть я шла как нормальный человек, не думая о том, что там будет поребрик или еще что-то. Я шла, слушала музыку. И это была для меня свобода. Я, в принципе, такой человек, я могу находить радости вообще и в маленьком, и в большом. То есть если мне здесь и сейчас комфортно от прогулки вдоль кладбища, очень тихое место было, то это ценно. Если мне здесь сейчас хочется поехать, не знаю, танцевать, я еду, танцую, и мне вот это ценно в этот момент. Свобода — это про свободу действий. Не только в физическом понимании, а все поребрики в голове. Да. Это мы типа работаем, да? Это Видео? Что, видео? Ладно, Сейчас будем записывать интервью для проекта фонда «Точка опоры». Проект называется «Вдох-вдох». В какой момент ты решила стать блогером? Известным блогером? Наверное, где-то спустя 3 года, 2,5 года, это была весна, после инсульта, мне подруга говорит: Наташа, тебе надо как-то, вот ты так много делаешь, тебе надо про это где-то писать. И вот это было толчком к созданию блога, потому что я поняла, что если бы вот я, будучи в больнице, наткнулась на такой блог, мне бы было легче. «Блогер на колесах» называется твой аккаунт, но по аудитории я вижу, что там не только люди, столкнувшиеся с подобными ситуациями, да, люди с инвалидностью. У тебя абсолютно широкая аудитория. У тебя в шапке написано «Поребрики только в голове», «Встала с той ноги». То есть такой мотивационный контент. Мне кажется, и это тоже людей привлекает. Это тоже привлекает. Мне неоднократно пишут, что вот, Наташа, я видела твои тренировки, подумала, что это я лежу, тоже тренируюсь. Люди худели вместе со мной, люди тренируются вместе со мной, путешествуют, выходят из дома. У тебя с ростом подписчиков и хейтеры, да, появились? Да. Расскажи, что пишут. Слушай, первая волна была забавна. В прошлом году я избиралась в депутаты, и
Я такая, ну я же блогер, я же все же вообще видела, меня ничем не удивить. И тут волна была такая, что мне писали люди: куда ты пошла, в какие депутаты, какой депутат на коляске, вообще, что ты можешь. Мы до сих пор с друзьями смеемся над фразой, что у депутата должно быть как минимум среднестатистическое здоровье. И мы очень сильно троллили эту девушку в комментариях, спрашивали, а это какое? Вот я жму 60 от груди, а вы сколько? Ну и так далее. Это было То есть такое... ты отвечаешь хейтерам? У меня бывает настроение. Бывает настроение с ними пообщаться. В целом я понимаю, что им не надо отвечать. Ну, это бесполезно. И было настроение. Недавно мне написала девушка, что я зазналась, что у меня корона, что фотографии у меня отфотошопленные, а тексты пишет там кто, копирайтер. Как ты думаешь, а что заставляет вот незнакомую девушку, точно так же незнакомой девушке, наяривать, писать, назовем это, негатив? Негатив. Мне кажется, это зависть. Некая зависть моему, не знаю, положению, тому, чему я добилась, без углубления, да, в какие-то тонкости, а почему так, а не по-другому. Опять же, мне писали, было дело, что у меня там все куплено, и родители мне все проплатили, и депутатство вообще не депутатство. Ну, в общем, разное пишут. Но это зависть. Зависть, и знаешь еще, что, наверное, непринятие того, что вот человек на коляске может быть успешен в разных областях, в общем, да, говоря. Даже из ситуации с коляской я не буду говорить, что я прям рада коляске, спасибо коляске. Нет, я не буду это говорить, но я так не думаю. Но, с другой стороны, я не знаю, как бы сложилась моя жизнь без нее. Она все-таки послужила неким стимулом активнее двигаться вперед. Как тебя занесло в политику? Я несколько лет занималась доступной средой. Я переезжала на Васильевский остров. У меня там живет друг, который в политике очень-очень давно, со времен университета. Мы учились вместе. И он мне предложил вступить в общественную организацию, которая на Васильевском острове занимается развитием острова, называется «Защитим остров Васильевский». Я думаю, класс, общественная организация. Одной тяжело, с кем-то легче. Правда, всегда так. А потом, как мы познакомились, я понимаю, что мы-то идем на выборы вместе. То есть вы пошли на выборы муниципалитета? Да. Муниципальные выборы? Да. Первая сложность была зарегистрироваться. То есть это тот этап, когда отсеивают тех, кого не хотят видеть на выборах. Угу. Там сложность заключается в том, что во всем. Подать нужные документы, собрать нужные справки, открыть счет в Сбербанке. Бедные сотрудники Сбербанка, отделение работало до 8, они до 11:30 сидели со мной и не открыли счет. И каждый год, каждые выборы эти стандарты меняют, соответственно, люди с нуля пытаются вспомнить, как это. В общем, это все очень долго, сложно, правда сложно. Зарегистрировали нас. После этого нужно было собрать подписи жителей. Смешное число, 12 человек должны были подписаться за меня и 4 запасных, то есть максимум 16. В чем сложность? В том, что нужно правильно заполнить было их паспортные данные. Если у тебя в паспорте написано gor.Санкт-Петербург, ты так и должен написать gor.Санкт-Петербург. Если г Санкт-Петербург, так и пишешь. За это снимают с выборов. Точку поставишь лишнюю, снимают с выборов. То есть не регистрируют тебя. У нас было там пару грязных историй, когда распечатали как бы от нашего имени газету, раскидали по всему округу. В газете было написано нелицеприятное о наших оппонентах. К этой газете мы никакого отношения не имеем. Это такой момент предвыборной борьбы. Я удивлена, что на муниципальном уровне такое происходит. Там разрисовывали плакаты наши избирательные. В день самих выборов Оли наши сдули все 4 колеса на машине. Это вообще... А на самих выборах был подкуп избирателей. У нас на округе... То есть... Зафиксировано? Да. Во что был оценен голос? 2500. Тут я что-то ходила по округу вечером. Идут 2 бабульчики, останавливаются, там меня что-то расспрашивают, я им рассказываю про выборы. Они говорят, так к нам сегодня подходили. Выяснилось так, что они сидели на скамейке, во дворе отдыхали. Днем к ним подошла женщина, говорит,
Я вам плачу 1500 рублей, вы вот смотрите, как проходят выборы, как бы, что там нет никаких нарушений. Вот еще, кстати, списочек кандидатов. А потом, когда вы на бланке отметите, что на самих выборах в день голосования на участке не было нарушений, вы придете и получите еще 1000 рублей. Есть в сети эти видео, где в одном из зданий на Новосмоленской набережной, в каком-то фотоателье, которое, знаешь, богом забытое, стояла гигантская очередь из пенсионеров за второй частью денег. Эти купленные голоса, удалось их не засчитать, доказать? Нет. Это То есть, несмотря на видео, несмотря на то, что все открыто об этом говорят, это так и прокатило. Да. Делают так в открытую, ну уж прям в открытую, правда. Наверное, имея под собой твердую почву и понимание, что даже если там будет суд, что все равно все будет хорошо. В их пользу, по крайней мере. Но при этом, заметьте, мы взяли 5 из 10 мест. Это очень много. Да. Я, честно, не думала, что хоть один из нас пройдет. Сколько ты уже депутат? Почти год. Можешь кратко, что удалось сделать? Попробовать сделать. Это смешно. попытаться. Это смешно. Мое первое депутатское дело, я увеличила светофор на 10 секунд. Зеленый сигнал для пешеходов. Он был очень короткий. Но это как бы вроде как смешно, но это правда Ничего важно. не смешного. Это Второе мое результат. дело, я поставила банкомат на намывных территориях. Это тоже удобно. И так по мелочи какие-то занижения, ямы, работа с жителями. А сколько срок муниципала? 5 лет. Переизбираться будешь? Посмотрим. Да, Есть же и другие выборы. Да. Ты много путешествуешь, и я так понимаю, что больше всего тебя впечатлила поездка в США. Ты не просто проветриться ездила, это была такая рабочая командировка, да? Ты знакомилась со сферой спорта для людей с инвалидностью и попробовала на себе 10 видов спорта. Там смеялись, если там в первые 2 дня меня, нас всех спрашивали, кто будет участвовать, то на 3-й день такие, Наташа, понятно, будет участвовать, кто еще. Да, мне было интересно. Мне было, правда, это удивительно, что в городе с населением 200 тысяч человек, агломерация примерно 700, там было что показать. Там было скалолазание, каякинг, конный спорт, много чего, да. Баскетбол, естественно. Финансирование из каких источников? Государственных? Мы много времени провели в Центре параспорта. Они живут на гранты и выигрывают различные конкурсы. И они живут на пожертвования. У них очень это все развито. То есть мне показывали район, богатый район, просто проходит улица, и бедный район, то есть четкая граница. Мне рассказали, что богатые устраивают праздники бедному району, чтобы поучаствовать в их жизни. То есть благотворительность там, правда, сильно развита, и на этом много держится. Вообще не только в инвалидной среде, да, и видах каких-то спорта, активностях, но в принципе в жизни. Вопрос к вам. Кто из вас слышал про теорию ведра с крабами? Поднимите руки. Круто. Расскажу для тех, кто не слышал. Теория ведра с крабами говорит нам о том, что если в ведро, и это правда, если в ведро посадить крабов, то кто-то из них начинает из ведра вылезать, а остальные крабы начинают его тянуть обратно. Ты часто поднимаешь тему, эту историю с крабами. Да. Вкратце ее расскажи, этот принцип. Это достаточно известная теория, не моя явно. Теория ведра с крабами, когда в ведре находится много крабов, и один начинает выбираться наружу, на волю, его сородичи за него цепляются, тянут его обратно. Но если бы они не тянули, то каждый краб смог бы выбраться. Могу сказать, что это правда. Я была однажды на крабе охоте, и мы не закрывали ведро с крабами. И нам гид сказал, не надо его закрывать, они никуда не сбегут. И они не сбегали. И тут нужно понимать, что окружающие могут тебя тянуть обратно, но при этом ты должен фильтровать советы, потому что часто бывает, что эти советы будут тормозить тебя в твоем собственном развитии, в принятии каких-то решений важных. Ты будешь откладывать, ориентируясь на советы людей, которые вообще, может быть, даже некомпетентны в этой области. А почему ты приводишь этот пример? То есть тебя по жизни кто-то тянул вниз, ты ощущала на себе это, я даже не только советы имею в виду, а когда ты пытаешься что-то изменить в себе, куда-то выше, дальше. У меня это про общественное мнение относительно меня самой. И я, бывает, знаешь,
к себе строга, хотя окружающие не замечают этого. То есть в смысле, что для окружающих это не проблема, а для меня самой это проблема. И это какие-то... У меня крабы, они в моей голове больше. Я с ними борюсь. Крабы – это обязательная, естественная реакция окружающей среды на изменение человека. Да, и мне кажется, что чем масштабнее, чем глобальнее твои действия, чем публичнее ты в том числе, тем больше этих крабов, и они все к тебе лезут. Но при этом ты должен быть уверен в себе, чтобы либо не замечать их, либо им отвечать так, чтобы они больше не лезли. То есть ты должен быть уверен в своих действиях и двигаться вперед. Мне это надо сделать. Все, идти вперед. У меня как-то был разговор с петербургской спортсменкой с инвалидностью, которая сетовала на закомплексованность российских мужчин, что даже если завязываются отношения с мужчиной, он стесняется знакомить с друзьями, с родственниками, стесняется такой пары. Хотя в душе, не против, то есть скрываться в этих отношениях, но ни в коем случае не афишировать. Но когда я говорю, а ты бы смогла бы построить отношения с мужчиной с инвалидностью? На что она сказала, нет, ни в коем случае. Да больной мужик – это нытик, это вообще такое геморрой и так далее. То есть... Двойные стандарты. Угу. Да. Что с личной жизнью? Ничего. Как я тебе сказала, не замужем. Это статусы официальные. Это, знаешь, галочка в анкете. Статус ВКонтакте. Да. Слушай, по поводу мужчин, которые скрывают, каким-то образом женщину на коляске, я могу сказать, что у меня в последнее время вокруг вообще меня... не только мужчин, но и они в том числе попадаются такие, что коляска не проблема, коляска незаметна. Плюс, более того, я ее не ощущаю. То есть, это, конечно, странно звучит, но я не ощущаю, что я на коляске. И, возможно, вот эта моя уверенность в том, что я свободна, я без коляски, она передается людям. Ты в отношениях сейчас? Нет. Или ходишь на свидания? Хожу на свидание не в отношениях. Кого ты ищешь? С кем бы ты с удовольствием видела бы себя в паре? Слушай, мне, конечно, важен человек, который будет разделять всю мою вот эту сумасшедшую жизнь. Он может ее не всегда поддерживать, но он должен принимать то, что я могу поехать на интервью, или вечером у меня будет встреча до 11 часов по депутатству. Такое действительно может быть. У меня вообще выстраивание всех отношений с людьми, я стараюсь сделать так, чтобы мы были на одном уровне, понимали друг друга, и это должны быть открытые отношения. Мне кажется, на этом вообще многое строится. То есть просто открыто говорить. Иногда я кому-то что-то говорю открыто, вот как есть. Люди очень сильно удивляются. То есть они начинают думать, что это какой-то хитрый план, или я не искренне, а я искренне говорю как есть. Зачем что-то придумывать, если можно сказать все, что в душе, или что волнует, какие переживания, это же упростит дальнейшую коммуникацию. Так ты такого пока не встречала? Нет. Ты из людей, которые планируют, посылают Вселенной список желаний на шарике, или будь что будет? Вселенной желаний не посылаю, но я планирую. Я, на самом деле, натыкаюсь на свои же собственные грабли, когда я продумала четкий план, он не получается, я начинаю нервничать очень сильно, злиться. Но, опять же, коляска, кстати, научила меня не злиться в таких ситуациях. Не получилось, ладно, сделаем в другой раз, или есть план «Б». Это, кстати, большой плюс. Мне же самой, мне так спокойнее. Потому что раньше я бы, конечно, просто металла, как так, потому что билась бы до последнего, чтобы этот план А осуществился. Но это бесполезно, вообще-то. Я это поняла. И благодаря коляске в том числе. А если про мечты?
какими-то мечтами. Можешь поделиться? У меня, как ты написала, список 100 мечт разных. А говорить не посылает. Нет, я желание писала, это был Вселенной. тренинг. На самом деле, я на него недавно наткнулась и поняла, что много из этого сделала. Много сделаю. И я, написав тот список, помню, что тогда я поняла, что то, что я пишу, я точно знаю, что я это сделаю. То есть у меня это не мечта, знаешь, такая розовые очки, а это как долгосрочный или краткосрочный план действий. Один из пунктов, я очень хочу в Новую Зеландию, она у меня там записана, и я уверена, что я туда попаду. То есть, у меня нет никаких сомнений, там, по сути, нужно только финансово, да, накопить средства и полететь. То есть вообще все продумать. То есть у меня нету почему-то ограничений. Но я не мечтаю лететь в космос, реально это мало кто сделает. Поэтому в этом... Для многих поездка в Новую Зеландию – это как полет в космос. Мне кажется, люди, не знаю, но они, наверное, не мечтают. Я не знаю.